Коучинг для руководителей и бизнеса. Почему первому руководителю нужен коучинг? Сколько стоит экзекутив коучинг? Как долго длятся проекты с топ-менеджерами? Добрый день, с вами Андрей Якунин и канал Директория. Сегодня я дам ответы на важные вопросы про экзекутив коучинг. Вы поймете, что полезного именно для вас в коучинге. Почему другие лидеры бизнеса работают с коучами. Это будет полезный блиц. Поехали! В январе 2021 года позвонила журналистка с предложением сделать интервью про коучинг первых руководителей. Наша встреча много раз переносилась, и примерно через месяц она выслала мне список вопросов и попросила написать свои ответы. Встретиться лично не получается. Давайте дистанционное интервью организуем, написала она в мессенджере. Я написал свои ответы, отправил на ее электронный адрес, и на этом все успешно закончилось. На сообщения и звонки нет ответов. Человек испарился. Бывает. Вопросы хорошие. Над ответом я тоже основательно поработал. Поделюсь несостоявшимся интервью в этом ролике с вами. Как вы стали экзекутив коучем? В моем багаже опыт управления людьми с первых месяцев моей карьеры. Общий управленческий стаж давно перевалил за 20 лет. В коучинге я с 2009 года, но с первыми руководителями начал работать только с 2012 года. Работа в консалтинге позволяет ежедневно общаться с топ-менеджментом самых разных компаний. Мы много отдаем в консалтинге, но и получаем бесценный опыт от наших клиентов. Сколько обычно длится сессия? От 30 минут до 2,5 часов. Все очень сильно зависит от подхода, используемого коучем. Большинство моих сессий длится ровно 1 час. Сколько сессий нужно пройти? Чем больше, тем лучше. Шутка, конечно же, как всегда, но в каждой шутке есть доля правды. Даже одна глубокая сессия может оказать сильнейшее влияние на клиента. Но серия сессий, направленных на решение какой-то большой задачи, даст по-настоящему долгосрочный и осязаемый эффект. По моему опыту, 6-9 сессий позволяют клиенту понять и принять изменения, которые он внедряет. Стоит ли оно того? Опытный коуч с отлично отработанными коучинговыми навыками и постоянной практикой бизнес-творчества с большой вероятностью принесет существенный вклад в развитие клиента. Замечаете, как аккуратно я сформулировал ответ? Дело в том, что коучинг – это процесс, в который вовлечено как минимум 2 человека, и результат зависит от их совместной работы. Если ответить коротко, то да, оно того стоит. Сколько может стоить экзекутив коучинг? Если отвечать совсем в лоб, то я знаю примеры стоимости часа от $200 до $10 000. Но чаще всего это сложный и комплексный продукт, где нельзя заранее сказать стоимость проекта. Почти как ремонт Мерседеса. В мастерской после дефектовки обсчитывают по нормочасам мастеров стоимости запчастей и сложности предстоящих работ. Опять же, сервисмен обсуждает с клиентом, что делать в первую очередь, что может подождать, а что критично. Кто-то из клиентов просто поддерживает свой Мерседес в идеальном состоянии и доверяет полностью дилеру. Другой придерживается подхода разумных вложений и вместе с сервисом составляет план необходимых работ. Коучинговые проекты зачастую идут в связке с различной диагностикой, оценкой компетенции руководителя и могут стоить от $1500 за полгода до... Думаю, нет потолка стоимости проекта. Самый дорогой проект, о котором я знаю, стоил $370 000 для команды из 6 управленцев на весь год. Он включал в себя разнообразную оценку, участие высокопоставленных менторов и регулярные коучинговые сессии. Как отличить хорошего коуча от плохого? Первое и самое важное, хороший коуч обучен и знает, по каким стандартам работает коучинг. Плохой коуч зачастую самоучка, называющий себя коучем. Мне в голову приходит такая метафора. Это про профессионального фотографа и любителя. И тот, и другой теоретически могут сделать шедевр. Но профессионал знает, почему получился шедевр и сможет его повторить. А любитель сделал его наугад, и, скорее всего, шедевров больше не будет никогда. Так и в коучинге. Коуч должен быть профессионально обучен делать коучинг. Хороший коуч умеет выстраивать с клиентом партнерские и доверительные отношения, независимо от ранга клиента. Отношения в формате взрослый-взрослый по Эрику Берну. Хороший коуч обладает прокачанным эмоциональным и разговорным интеллектами, умеет слушать и слышать бизнес-лидеров. Благодаря этим навыкам он помогает клиентам увидеть их собственные, уникальные перспективы развития. Друзья, подписывайтесь на канал Директория, чтобы и дальше получать актуальную и полезную для управленцев информацию. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, отвечу каждому. Поехали дальше!
Есть у вас информация о размере рынка экзекутив коучинга в мире? В мире и в частности в странах СНГ информация мне неизвестна, но рынок экзекутив коучинга в США оценивается в более чем 10 миллиардов долларов, что называется «нам есть куда расти». Правда ли, что все коучи хорошо зарабатывают? Отвечу вопросом на вопрос. Правда ли, что все первые руководители богатые люди? Все действительно очень индивидуально и относительно. Насколько много экзекутив коучей в мире? Не думаю, что где-то есть статистика именно по экзекутив коучам, но только в Международной коучинговой федерации ICF чуть меньше 50 тысяч членов на начало 2021 года. Предположу, что именно в экзекутив заходит достаточно много коучей, но не уверен, что многие задерживаются в этой нише. Все-таки работа с первыми руководителями достаточно специфична и предъявляет жесткие требования. Насколько востребован экзекутив коучинг в странах СНГ? Мне кажется, что мы находимся еще в самом начале развития этого рынка. Каждый коуч, экзекутив в том числе, является амбассадором, продвигающим этот подход в наших странах. Посол доброй воли. Чаще всего первый руководитель узнает о коучинге по рекомендации от хорошо знакомого бизнесмена или после обучения в европейских или американских бизнес-школах, или же после серии предварительных встреч с коучем. И каждая встреча формирует доверие и готовность работать в таком формате. Отвечая на вопрос, востребованность есть, рынок стремительно растущий, но пока коучей больше, чем квалифицированных и осознанных клиентов. Как вы продаете услуги экзекутив коучинга? Я уже говорил ранее, что это комплексный продукт. В нашем консалтинге экзекутив коучинг – это только один из инструментов формирования и развития управленческих команд и управленцев. Мы активно занимаемся подбором топов, проводим разнообразную оценку директоров, работаем с советами директоров. В процессе диагностики ситуации становится понятно, какой набор решений может быть актуален для данного конкретного случая. Поэтому секретного ингредиента для продажи экзекутив коучинга у меня нет. Он появляется тогда, когда у клиента есть в этом потребность. Каждый ли может стать экзекутив коучем? Каждый ли может стать генеральным директором? Есть как объективные «за», так и объективные «против». Думаю, не каждый, но при большом желании многие. Нужно ли это? Наверное, нет. Каждому ли топ-менеджеру нужен экзекутив коуч? Неоднозначный вопрос. Хорошо бы каждому научиться работать с коучем, но не уверен, что это возможно. Слишком уж мы все разные. И с точки зрения эмоционального развития, и с точки зрения умения быть открытым. Я знаю не один успешный проект, где первое лицо компании работает с несколькими коучами одновременно, прорабатывая разные аспекты в своей карьере. Как пример, с одним работают о его карьерных планах и соответствии корпоративной культуре глобальной корпорации. Со вторым основательно разбираются в личной сфере, ведь человек не может фрагментироваться на только работающего и только семейного. Важна комплексность. А помимо коучей, у него еще есть опытный ментор из числа вышедших на пенсию успешных президентов глобальной корпорации. Представляете, какая мощная команда поддержки? Нужен ли такой формат каждому? Точно нет. Но повторюсь, что искренне верю, что работа с коучем – полезный, нужный инструмент для руководителя. Представителем какой школы вы являетесь? Не являюсь адептом какой-то определенной школы. В общей сложности проходил обучение на тех или иных курсах в порядка 8 разных школах коучинга. Эриксон, ICP, 5 призм, центры Елены Чилакиди, Исток и так далее. Каждая внесла свою лепту в формирование моего уникального подхода. И каждой из них я очень благодарен. Спасибо, коллеги. Вот такое импровизированное интервью получилось. Насколько зашел вам Блиц? Друзья, спасибо за ваше внимание. С вами был Андрей Якунин и канал Директория. Всем успехов, всем пока!